Всем привет, ребят, мы пролетели из Риада вот только что, 12 часов назад. Сегодня мы разберем турнир, наши игры, вводы, течение. Отойдут. Отходы. Так, я, пожалуй, начну. Team Spirit против Extreme Gaming, игра вторая. Я помню, что я, в моменте, когда мы на Джаггернаута выходили, перемотаю к этому моменту. Ну, ульту ты въебал. Ульту ваншей, да. Я фармил в топе крипов, я настакал себе 3 пачки эншитов. Никакой драки не предвещается, так можно пофармить, в принципе. Ебашу, Соник крипов. Через буквально секунд 10 Леха говорит, го в топ, Джаггера убьем. Нападаем. Буквально не хватает одной кнопочки такой сладкой. У него буквально 200 хп больше. Ну, там даже 100 хп. Одной ульты не хватило, да, нам? Да. Главное, инфы не было, Соника вот нет. чё тут вот и Соник. Подождите, а чего вы тут не задамажил? Вот тут смотрите. Вот. Во. Вот был Соник. Только не говори, что не увидел. Не, я сейчас увидел. Ну, Тини не под бандами был. На тим не подмудаем, Но кому-то, кто там? Ну, Джаггер и Сеф. Кто там? Под кораблем был. Джаггер? Они под кораблем были, в моменте. Соника не хватило, а в целом что по игре там надо было сказать? Да я думаю, можно сказать, начать с того, что мы взяли Копу, они взяли СФ, Кунка, а это на самом деле идеальный ответ, который мы бы сами всегда сделали, Тоже верно. Оказавшись в подобной ситуации, только, и мы бы просто допикали, скорее всего, не Тини Мирану, а еще сильнее что-то, и выиграли бы вообще без шансов. Ну, тут как будто по первым, да, уже было чувство, что безысходность То есть у нас какая-то. просто, на мой взгляд, Подъебали. допустили некоторую ошибочку в драфте, да, упустили этот момент, то есть мы сами еще перед игрой, и вообще перед турниром там рейтили СФа. Оверкопы. Да, оверкопы всегда, а в моменте что-то забыли, затупили, враги взяли СФ, мы такие, ага, они потом, я уже вижу Кунку, и тут я понимаю, что, Пахнет жареным. пиздатый драфт, ребята. В целом по этой игре что-то есть еще сказать? Ну, она такая была сложная. Да, что-то еще слишком аудрафт плюс фри Джаггер. Ама Джаггернаут, Парусов, Илья Ятрамулярчук. Закрыл тебя, получается. Хоша Батиста. Обоссал тебя просто, я Ама Джаггернаут. Но Хоша Батиста еще не включился. Да, кстати. Это ж только первая серия, он еще не собрал куски. Думаю, против Нави, против того, там игры вообще скучные были, если честно. Обе серии враги нереально афкашили. Ноль действий Нам предпринимали. в целом мы тоже, я бы сказал, что... Ну, нам только на руку это было, мне Нам кажется. в целом это было и на руку, но я бы еще просто отметил то, что мы в любом случае старались очень хорошо читать игру, всегда какие-то моменты Лишнего не пытаться фидить всё равно. угадывать, как-то предсказывать действия соперника, и в любом случае старались играть хорошо. Но враги были, слишком АФК, и нам было очень легко как-то мувы придумывать. Что бы мы ни захотели, за минуту можно это все проговорить, враги ничего не сделают, никак тебе не помешают реализовывать свой план, и все, и как-то все по маслу шло. Ну, мне кажется, у нас группа была слабее, оверолл. У нас команды не такие сильные были в группе. Я согласен, но самая слабая группа. Мы могли, мне кажется. наверное, вообще 6-0 закрывать группу, один раз только ошиблись. Ну, мы отдали СФ, да, и проиграли сразу. После этой игры я сказал, что против СФ лень играть, и мы больше никогда не играли против СФ. Группа, если честно, была просто легкая. Ну там реально, Таон, Нави, они просто ничего особо из себя не представляли. Не в обиду, пацаны, но... Просто как вышло, да. На Нави была какая-то ставка? Я тоже думал, на самом деле, Нави нормально бой дадут, но что-то они вообще там прямо вкашляли очень жестко. Да, но там и подготовочка получилась неплохой, они еще там в этого дизраптора где-то упоролись. Ну и пиздели потом тоже все, группу что-то разъебали, пацаны там каких-то сейчас выйдут в плей-офф, первый же матч. Почти Так так и и должно было. было быть. Как бы не так, сказал Эйс на Аксе. Да там на самом деле не только Эйс. Я пересматривал хайлайты этой игры, даже вспоминаю, как Мелоди там в интервью как раз после матча он говорил, что Коры это фидят. все заебись, коры что-то в моменте начали фидить, но справедливости ради я смотрел, он там тоже не блистал. Ну, мне кажется, еще реально Марсе не хватило какого-то бёрста урона. Марси билд Как тоже будто такой, доедалось да. нам, без доедался на Марсе играть как будто нереально. Отдельное спасибо Secret 423 за билд на Марсе. Кстати, да, этот парень из паба постоянно играл на Марсе, и тут, видимо, подглядели. Вообще Марси выглядел не слабый. Давайте посмотрим, где у нас прям пиковый въеб. Это на базе когда-то. Два байбека. Вот сейчас, наверное. Ну что, на Аксе такой что-то бегает? Ага. Такой, что на Аксе? Бля, что-то заколивают тебя, Свардик, под базой твоей? А тут 5 героев. Мне кажется, их проблема, что они просто не додавили. Слишком расслабились, может. Да, Им надо было чище сыграть. Там еще Квин потом умрет тоже на мидпачке, или он до этого умер на мидпачке. Я не помню, что у него за просто шмотки. Драйвер у них еще тоже там Я не где-то помню, что за навезло. шмотки у ДП, но мне кажется, у него тоже какие-то шмотки неправильно были в игре. Мне кажется, по-разному, вот, тебе потом какая-то хекс нужен. Не знаю, проблема не проблема, но он первые шмотки собрал Аганим,
Не, ну это нормально. Это нормальный Ну дефолт. хотя Юл тут тоже Тут хороший. просто, да, вот где-то Юл Лотус, как будто вот эти Я думал, слоты, когда он где-то купит вот Москва. плиту, что он купит Лотус Да, вот себе. вместо Шивы Лотус. Мне кажется, Лотус был бы ему Ну, вообще лучше. тут он вообще он упал. Лотус на Аксе купил, но вообще еще на Аксе зачем-то Кримсон купил. Типа. Ну, Акса плохой, самый плохой билд был у Акса. Он вообще как будто не самый плохой, просто БКБ не хватило момента. Да, не Кстати, хватило без БКБ и рефрешера, мне рефрешера, кажется, нет братан. смысла играть лейт. БКБ рефреш на Аксе, ты не можешь без этих двух шмотов Не, ну пойти он играть. собрал Лотус, Кримсон, Кирасу. Блин. Вот Кираса я сейчас Блин, тоже да. не понял. Ты как бы на Аксе должен прыгнуть, заколить, Да, убить. ну на Тиму в целом все равно арморчик. Так ты заколешь, убьешь. Наша вся инициация контрится Аксом контринициацией. Понимаешь, Ярик? Мне кажется, им вообще пофиг У на нас армор. Как будто у три него мили- коры сами купят У армор, нас 3 если надо. милишника, там еще иллюзии. Ты заколешь на Аксе вот иллюзии ЦК под БКБ, все иллюзии Не, сдохнут. ну БКБ ему нужно точно было тут. А рефрешер на добивание уже. Тут как будто у них все уже Вот хорошо. это не Рошана Рошана. забрали, да. Что-то в боте там Что-то повыебывались, под Ярика ноги, еще да. ёбнули. И мы на базе решили им, короче, этот... Не, ну тут еще нормально, по-моему. Тут хорошо Илюха покал их, когда он иллюзию, ну типа... А, мы Марса убили без Аегиса, просто на фри. Ну да, тоже, что он стоит, просто подставляется, чтобы мы на нее прыгнули. Мне кажется, когда у нас герой раскачивается, очень сильно герой становится. Все-таки Эмбер, Слардар в лейте. Ну типа Марси это все равно такой... В начале герой просто. Марси стом, плюс ей надо шмотки на дэмэдж Ну, покупать. типа, на Акс ДП Варлок. как будто в лейте тоже не прям... Ну, как Акс бы Варлок тоже раскрывается чуть сейчас. выпадает, мне кажется. А вот тут вообще пиздец еще Ну, был, Варлок короче, в лейте, да. пацаны. Тут на реакции я блинканулся не в то. Я фармил кэмп, короче. Я нажал блинк не туда, если что. Еще И, нажал кстати, второй. в этой игре, ну, как раз есть показательный момент. Вот ты фармишь, и на тебя прыгают. Как ты блинк нажал. И если Илюха потом будет фармить большой кэмп, его Акс подбегает, и он в сторону базы успевает среагировать. Ну, это Илюха. Это Илюха. Илюха единственный, кто эту игру хорошо играл, мне Илюха кажется. тут вообще охуенно играл. Ну, я там плохо играл, мага тоже, мы там фигли дохуя. Ну что, на Акс тоже прыгнул. Вот как вот в этом моменте, из-за того, что у Акса нет БКБ, он просто мясо, бля. Да, я не знаю, да. Ну, под базой тяжело драться. Постоянно пацаны. просто... А у него, он против Боторна еще играет уже. И как бы... Да, я думаю, основная проблема то, что они идут на базу, ну, типа, и все. Не надо идти на базу. У нас три героя. Надо как Фалькон в лучшие времена. Ну, идеально фармить, пытаться на пачках их. Тем более герой-то у них хороший, чтобы цеплять. Ну, там же еще Бетик, да, у ГГ? Там Бетик очень много ошибался под базу. Я думаю, это дефолт, когда ты... Вот у тебя есть там на 8-й пик герой, типа Бэтрайдер, там Нага, да, которых ты можешь отдать, и у врага нет достаточно опыта Так мы на же, героя. мы же реплей как раз смотрели перед матчем, и он там на бетике офигенно играл. Ну, типа, каждый может сингла постоянно зарешала. стакал, фармил. Да, блин, игра будет проходить так, что мы что-то пофармим, и пойдут на базу, умрут, потом мы пойдем Рошаны. Короче, мы как будто просто уже нафармим столько шмоток, что Марси просто... Ну, ЦК типа реально всех начинает мочить. Ну вот он подошел, я нажал ульт, блинкаут. Да, это Да, было тоже вообще. потно было каждый Там раз. челы что-то пиздец. Сразу Ну, там, голема, нет, все ну, кнопки. ну, там просто очень большая суматоха, что столько Вызывайте иллюзий, ты кракена. даже не можешь понять, где реальный, ты просто хочешь помочь. Марси... Ну так... Ну тут просто мы за... Но они, вот они сайт сломали, им надо просто хорошо, отойти. Хорошо, Батик. Ну тут Дэн, да. Батик Ой, как Дэн. Ну, Бетик Правильно. каждый раз обсирался, на самом деле. Он просто Не, БКБ но не Фил нажимал просто до башка. готов. Но Фил Фил просто готов. по вчерашним репоям с той игры, когда мы смотрели... И Фил всегда готов был, но справедливости ради, ну, нажми БКБ Но до там, блинка. там не прям я готов, там типа полсекунды дело и был. Это обидно было, но тут всегда бай-бай. Не, вот тут мы еще за Марси бежали, там спавнится Аркейн, и мы с Илюхой секунды две обсуждаем, типа, кто будет брать. Короче, это, наверное, одна из таких тоже самых сложных игр на турике. Ну это самое сложное на турике. В ОФ точно самое Ну, и сложное. у нас реально драфт еще, на самом деле, сильно Блин, когда у вот врагов Бетик Акс, как будто это сильно. Просто у них как будто коры не такие метовые. Ну, типа, Марси это, им, ну, такая полу, как бы, Это хидden гем. просто, ну, очень сильный темповый Стомп, керри. да, стомп. С таким билдом особенно еще. Тут Фил просто держит Марси весь Это файт, два она чейна вообще в нажала. убер-тильте. Ну, просто никто не сбивает, чел умирает сразу. Ну, сбить не так. После он смерти даже Байтик не в иллюзии залетел. Спизи рефреш. Я сейчас сыр съем сейчас вот. Нет, то, что я просто А вот тут уж никто по не умер. файту бегаю туда-сюда, жду, пока... Там просто сбегают два эти Так, тут- иллюзии. так у Марси была, у меня была, у Бетика была. У меня Смотка дизоляторы на выпали. Undying. У меня только дизоляторы нормально были, даже на экране выпали. Вроде у Квапы тоже, да, это хуйня, не? Да, у КП, да. Нет, это не Мы не драка купили его вообще этот. дисбалансная на самом деле. Как будто есть вайп, если она кого-то есть, вы его должны убить и выходить сразу, чтобы у него просто этот таймер не Как будто обновлялся. просто уже овершмотки. Я не знаю, Да. Ну, не овершмотки, это просто дофига шмоток, и ЦК реально, ну, Марс уже не представляет опасности, и ДП, Да, и у тебя, Акс. у тебя еще на самом деле вот на 25-й Сордара очень сильно Ну да, ты просто метка, бафает. у тебя же метка не, как не этот, Не не пользуется, вкидывается. Ну, вот тоже имба нереально. Как будто уже все. Ну и все тут как бы.
Ну, короче, да, тут просто драфт, ну, я не знаю, ну, 70/30. Да, вторая, там у нас Илюха на Темпларке, я на Варлоке. Ты на Тайде, фрифарм. Ты на у 18 них опять Тайде Марси. просто. Ну, кстати, это вот странно, что они две игры, по сути, как вот первую сыграли с Марси, даже не пытаются во второй, как бы вот Фаци, А я вот как даже бы... тоже не понял, на самом деле, вот этого прикола с Марса, то, что не брали две Как бы игры. они играли как будто с хардкэри, а тут они решили взять сами кэри, и просто это странно, типа, в моменте просто по щелчку Потом пальца. схожий сценарий с Паривижем. Да, то есть они вот Да, как-то я первую вот, карту... тоже, я вот тоже думал, вот типа у вас есть керри, вот, которые играют на хардкерри, а вы берете, ну, одному Дума, другому Марси. Да, я думаю, основное то, что они, скорее всего, так тренировались, пракались, у них получалось, и тут... Ну, после как бы, да, первой после карты- первой игры не показали, потому что они вели, и тут не было проблемы Да. в Марсе. Ну, типа, чуть билд, может, как бы мог купить Дейтаус, но оверолл, типа, как будто они просто проиграли, потому что команда хуже. Еще, мне кажется, такой фактор, что им либо отказываться от своих идей и перестраивать драфт полностью, но не факт, что вы успеете это сделать. Ну, у нас же если тоже поменять похоже идею. было на этом роле, когда мы играли с Pervision. Мы же тоже первую ебали, но не было проблем в том... Давайте возьмем ТБ Медузу, поставим еще Медузу на тройку, а ТБ на керри. Так, первое не получилось. Пацаны, давайте еще раз ТБ Медузу, только уже ТБ пойдет на 3, а Медуза на 1. Купит пайп. Ну и как будто, да, ты так думаешь, что не было проблем в ТБ Медузе, потому что, ну, блин, игра не из-за этого проигралась, просто, типа, ну, ошиблись где-то. Второе, ты делаешь то же самое, и ты уже, когда вторую проигрываешь, думаешь, ладно. Давайте хотя бы в третью попробуем поменять. И тут, мне кажется, похоже. Это у всех, мне кажется, случается. Вообще мы четвертую против Паривижн должны были выиграть, просто мы ошиблись с пиком Кентавра и этот. Ну, там мы сильно под луна подставились, да. Вторую карту как будем смотреть? Ну, там она такая, мы, типа, играли на равных, где-то до 25-й, я не знаю. Ну, там просто плохо делились. Мы Да, просто делились где-то чуть. мы чуть плохо, медленно где-то сыграли, где-то они тоже там Но что-то опять же, ошибались. они просто ничего не делали, чтобы, как бы, что ли, стомпить. Вот опять же, у нас Ланая, у них как бы Марси, слабый какой-то пик у них был. У них нет как бы коров, а у нас МК Ланая, но нам просто выгодно фармить. У нас просто сильнее тимфайт, а они просто фармят и как бы не пытаются где-то надавить. Ну, либо мы хорошо доджили. Еще думаю про вот первую карту против Пари. Там у нас же тоже, по сути, аудрафт Да, был. ты на бестелу. Да. Да, ну, первая легкая довольно. Ну, первая, да, там мы типа играли 40 минут, мы как будто мы Она все время держалось такое ощущение, мы что выигрываем. она была под нашим Да, контролем. вроде просто на базе сидели. там Ну да, они, 20. у них как будто огр, им даже нечем доту играть и все. Ну, вторая вот уже такая, у них хорошая, у них Ну, сильные тяжелая, линии. если честно, была в моменте тоже. Ну, у них просто, да, очень сильные линии, хорошие герои, чтобы как-то темповать, доминировать. Я, кстати, не говорил, короче, когда мы во второй карте ФПшем Фуриона, у них тренер сидит, типа, угорает, такой, типа, руки вверх поднимает, такой, что за хуя? И что-то они такие инста-вокают Дазу, короче. Я так думаю, бля, походу у них какая-то реально заготовка есть. А вот это, на самом деле, еще я перемотаю до экспы, когда вот начался весь секшн, начинаем вот с Нет, мида. просто в миде меня убили то, что они, когда мы тоже готовы, ну, А, ну да, они он прям просто видел вас всё это Подловили время. в этом плане чуть. Просто бимсанул под станчик. Да. Он просто вышел. Блин сразу не мог после первого дизраптора? Ебать, Сан, вот буквально писечки не хватило, чтобы... Я просто не ожидал, что они вот прям так близко будут все троем, не под руну. Тут хорошо будет, что мы ответили, что я после смерти побежал сразу с А, ультом. тут сразу замес сейчас будет. 5 Да, на 5. Я только умер, и я иду без сапога с первым блинком, пытаюсь вам помочь, типа, и просто, ну... Тут просто до конца уже. Я до Талова на Это экспресс уже стою. бойцовский клуб. Да, я такой иду, пацаны! Просто до конца уже. В экспу, входите в экспу! Бля, ну я просто не успеваю, у меня нет тут, ну, ничего. Нормально, мы вроде тут свою пользу. Дазу пофармил, но потом он прилетел к нему Фуриону, и Дазу еще раз пофармил. Ну тут он, класс очень хорошо сыграл. Типа я помню, Тут я бы убил просто Дазла, если бы в него спруты нажал. Я в себя там нажал. Дазу просто толпой. просто Как Отлично, будто, да, не самый сильный мид. Тип сразу. Просто Не, у них тут очень фейвор будет, прям супер фейвор. Но опять же, у них фейвор, но при этом у них очень стомпик, ДП дазл. Ну, то есть ДП как будто тут не шибко хороша, она в целом импактила, но если бы они взяли, может, кого-то Void Spirit, было бы, может, лучше. Хускара. Вот я еще про Хускара думал, но они не взяли Хускара. Но опять же, Хускар то же самое, что ДП, но с дазлом это более имбово как будто. Под дизраптора, шамана, как будто Хускар У уже меня такой этот хуёвый промежуток был, вот начиная с экспы до вот этого момента, где я просто 3 раза умираю подряд. Ну, типа 3 раза меня... Мне кажется, потом мы просто хорошо по карте поделимся где-то. И будем даже, вот, когда мы на экспо побежим вроде врагов. Ну, пытались не отдать лишнего преимущества, мы понимали, что мы послабее как будто постоянно. Враги там на хайграунд зашли, но у нас уже там БКБшки были. Так у них 7 тысяч преимущества всего было. Когда Всего они 7? заходили. Да, я помню, смотрел. Ну, это как будто тупо так заходить. А, на руне, да, вот момент этот был. Бля, вот тут я, короче, мискликнул. Я хотел в ДП прыгнуть. Вот мы видим сейчас, и вот они когда вместе пробегают, короче, я случайно не на того нажал, короче, там... Ну там Юл еще хороший тоже. Ну, типа, Ну, поэтому ДП-то если Поэтому я схватили, ДП хотел, да, под голову. ладно. Хотя бы его мы убил. взорвали тут. хотя бы его убил шаманчика. Да. В целом мы просто фармили дальше. и всё.
А, вот тут еще был, да. То, что мы, короче, на ДП в топе хотели напасть, там было понятно, что они просто байтят. Ну, это такое чуть на лоха. Тут на как тоненького было пиздец. Нахалявить хотели, но тут пошел ты. А ты еще выживешь вроде. Да я тут говорю, бля, пацаны, это хуйня полная, то, что мы делаем, короче. Я еще думаю, ладно, нормально, все нормально, фармим, пойдем. Тут Мага еще как-то выжил. Тут просто на хайлайтах. Ну тут Мага на хайлайты года залетал. бы. Да, за деньги, да, как говорится, подсобрался. Вот сейчас, короче, они такие, типа, все, пацаны, го их нахуй сносить. Но тут, как будто- тут повезет чуть-чуть. Ну, мне кажется, ДП не должна так Файт на идти. тоненького. Не, на самом деле они, если лучше все сделают, просто там фишка в том, что Дазл нажмет ульту, и мы реально за глобал сможем убить героя. А если он ульту не тратит, ему всегда дадут лотус в глобале, и все. Грейв всегда типа нажмет. Ну да. Вот сейчас прыгнули. Вот, Дазл, видите, ультанул, я глобал нажал, и все. Это реально чуть... Ну, Тут мы просто Тут, пиздили этого Дазла. тут мы с Мага деремся тут, вы что-то говорите, вас просто Дум хует под Т3. Так я еще думаю, сука, сдохни. Но я не могу никого убить, сори, 0 урона. 0 на творце. Да, я там с руки просто пишу, чё. на Леха последнем просто тике, да, сдох. где? Да. Вообще чуть-чуть тоже обидно так. Либо на камень скоро залетит. Что-то меня Дум вообще не Шальной камень не просто убил, полетел. Не смог Бля, убить. я вообще У меня не- что, змея вот эта стоит, я ее боюсь так. Бля, это- Мы все ее боимся, пацаны, мы ее обходим стороной. Да, вообще змею Тут, дождь. тут был тильт в войсе, когда шаман умер, не умер, и тут Мага его добивает. Ну, булыжник вообще Сочно на залетел. миллион, как говорится. Так, дальше что у нас? Давайте, ну как? Ленчик. Тут я хотел, короче, Ну, Дизраптора надо Дизраптора, да, убить. Ну, Я что-то- просто на ну, фит, что-то вот я на тут мясо закончился. погнал. У меня просто 0 маны, я пытаюсь как-то ему помочь. Тут, на самом деле, ты знаешь, что зарешало? Тут, короче, зарешал этот момент, что когда ты на праймале ультуешь с этим аспектом, у тебя стаки появляются в начале ульты. То есть, типа, мне хватило там 2 раза поднять, и вот перед третьим мне уже дало 3 стака, я там радиусом как раз-таки заканчивал. Типа с каждым ударом. Фурион дэмэджа, кстати, смотрим. Ну, Фурион Дэмэдж. Охуенный папаша 400! И вроде у нас уже все налаживается. Не, мы просто воруем легендари фрешер, на самом деле. А потом на Рошане ты будешь воровать яйца, и все, Да. как будто Там первый мы- раз ты своруешь. Первый раз мы своровали, байбекнулся Фурион, мы дождались байбека Фуриона. А мы потом фармили просто это, Да, мы все ничего не делали. Так мы нихуя не хотели делать, потому что у нас байбека на Фурионе нет, нам надо просто байбек жать. Это реально, кстати, так странно было, что мы вот просто И мы- фармили, и враги при этом тоже никуда не Так рашили. они сходили один раз, они пошли к нам на тройку, там что-то дизраптор пришел. А, где я стоял на ХГ, въебал ему сразу? Мы их убили там, короче, и все, они развернулись. Так он же еще на дизрапторе потом побежал вот слева, где Т2, в миде хайграунд. Он тоже туда один побежал, поставил вард, сразу умер. Такой, ладно, я больше не выхожу с нашей половины. И Пошли мы вы нахуй. после этого просто уже пошли на третьего Рошана, четвертого даже, на четвертого Рошана мы пошли. И на четвертом Рошане уже все, игра закончилась. В целом, если говорить про игры с ГГ и Пари, я думаю, в ГГ у нас была трудная игра, это первая, с Пари это вторая, но в остальных картах, я думаю, у нас было все хорошо. То, что мы камбэкнули, это тоже как бы дало нам бустик вследствие нашей хорошей игры, хорошей подготовки, да. Ну да, то есть даже не с простых карт мы все равно старались сделать выводы и как-то не допускать вновь прежних ошибок. Мы держали хорошую коммуникацию в игре, Ну да, в да. этих тяжелых играх. Вот даже с ГГ мы просто не переставали типа говорить, мы говорили, все время обсуждали все моменты. Не, ну не опускали руки, как-то не тильтовались, наверное, Да, даже да, больше. мы старались что-то придумать, потому что понимали, что нам по силам, в принципе, Даже все карты. несмотря на то, что у Маги была худшая игра, он был бомжом, говорит, нет, у меня все нормально, скоро БКБ на 30. А я на Свардаре играю, я понимаю то, что я саппорт. Я слышу это, говорю, у меня нормальная игра, Маг, говорю, у тебя, блядь, БКБ не типа 28-й, типа это нормально, окей. А я не знаю, на ком я на БКБ пою, мне вообще похуй было. У меня был блинк и шарк, мне этого хватало. Ну если да, честно. Маг там говорил, что у меня нормальная игра, я такой, блядь, ну я не чувствую, что у тебя хорошая игра, ну ладно. Там просто, короче, суть Свардара в том, что надо добить блинк шарт и 20 левел. 20 Да, левел. 20 левел. Главное, чтобы у врагов к этому времени не было мигасов, чтобы ты мог одной кнопкой фармить еще, ну типа пальчик. Свардар раскрывается с 20-м реально очень сильно. Ну ты просто да, начинаешь карту эффективнее играть. Быстро скажу еще, что Prevision, наверное, самая такая плотная команда, мне кажется, была. Вот именно по уровню игры. Ну да. Как будто они самые сильные были за весь турнир, которые дали нам бой. Не, ну, они просто хорошо командно, правда, двигались, играли, но вот как будто в первой не Не, ну, в проснулись. первой там просто удрат. Ну, в Типа, первой, его мне очень кажется, сложно было. мне кажется, то, что они выиграть. банят Пангольера, это там Бля, вот ошибка то, была, что конечно. чего еще упоролись с этим тройкой огром, это вообще, если честно. Не, ну они выигрывали с ним Да, они просто. Я понимаю, они выигрывают, но это как будто же говно. Ну, есть посильнее герой. как Ну, будто. тоже есть, да, такое. Но это просто их идеи, которые работают, и все. Ну, Братанчик. с чем они выигрывали? 13 героев. Братанчик, Квапа, как ты играл, это не считается за... 12 героев, ладно, 12 героев. Возьми любого из этих 12 героев в этот пик. Фальконы, первая карта, да?
Первую пойдем или, может, вторую и третью сразу пройдемся? Как будто первая была прям слишком легкая, если честно. Да, не, мне кажется, первая была, наоборот, самая Мне сложная. кажется, тоже первая, наоборот, самая Вы сложная. думаете? Да. В первой игре они хорошо сделали то, что просто линию сломали. Ну, кстати, да, вот сейчас надо посмотреть там. Да тут что, тут ключевое, наверное, можно лишь сказать, что... Вот мы, по-моему, обсуждали еще Мануса на Last Pick. Да. Нет, не на 18-й? На 18-й. По-моему- А вместо Ликана мы обсуждали какого-то другого. Кунку. А, Не, Мануса подожди, не забанили, Кунку. anyway. Не Кунку, а вроде какого-то другого. Не, героя. Кунку ты обсуждал вроде в этом. Не, Кунку называл, да. Кунка я рассказал, типа, говно. Но в Ликана я тут верю, потому что я вот смотрю на их героев и думаю, бля, ну я их сожру. Ладно, там я рад говорить, типа, вилку, ладно, я не убью, пугны второй, типа, праймал тоже. Ну, вот ты покупаешь нулик, ты этих двух героев уже просто Но аннулируешь. Вилка там умирала, да, ну, даже просто второй Не, не мне кажется, у нажимала. нас тут единственная проблема, что просто очень АФК-трио такое У нас оформляющее. трио коров, которые просто могут фармить. Фейный бан у нас, Вайпер Хускар. Ну, это на всякий случай просто. Блядь. От греха подальше. Была просто одна история. Да не возьми то не Вайпер с Хускаром. Да, мы так думали, я помню. А, вот тут вообще, вот тут я с дэмэджа своего охуел, если честно, в моменте, когда я по прайму Здесь начал. прямо вообще без ТП, кстати, потом идет. Да, вот я этого я не увидел, да. Вот тут мы эту вилку убиваем. Второй не жмет. Почему не? Да, ну вот А я просто вот тоже не не понял. нажимает. Я вообще в тоже шоке. Вот, этого вот не тут вообще понял. Ну, пиздец. там ультуты нормально. Просто у нас нахуй вот кусь, на вираже. кусь. Ну, прямо проблема, да, армора не так много, если ты без ВВМ играешь. А сейчас такой билд, что ты даже шил У где-то. меня 20 хп, покупаешь. да, у него осталось. Да. Да не знаю, эта игра была просто АФК-фарм. Потом просто Илюха нафармил 6 слотов, и все умерли. Я думаю, она была такой пассивной, потому что мы им не давали, по сути, шанса вообще на нас напасть. Но мы сами тоже где-то при этом какие-то немного мувы делали. Там я смог нажал с сумонами, хороший такой получился. Как 25-й Илюха взял, он Вот потом момент был Илюха. Да, тут просто, нахуй, тут просто казнь. Просто Илюха. Ебанутый стрейф. Это забавно было, когда они все прыгнули, вот еще у тебя ульт закончится, они прыгнули, блядь, по линии, что их просто псиблейдами двоих Пангальера и Праймала. Вот. А это Гарпуном Я притянул. притянул еще Гарпуном, да. Здесь вот оп, стрейф вниз. Оп. Просто казнь. Илюха просто монстр. Хоша Батист. Хороший батист. Да, но эта игра тоже была, ну, я не знаю, как будто... Да у нас просто пик такой, что мы просто фармим, нафармим и шмотки, всё. мы их точно победим. Ну тут да, тут по сути ничего особо не будет происходить. И вот одна драка на Рошане. муха еб... Да, те, которые, фальконы засылали. Потом муха реально садилась просто на пальцы, Я просто на ее пытался глаза. убить, но она неуловимая. Фил. Оп, где? Ловите. Ну, никто не поймал, кстати, эту муху, она так и улетела. Она, блядь, ее поймаешь, она потом на меня еще начала садиться. Подлетела бы ко мне, Не, пацаны. Фил еще в игре, я начал ее эту шотнул. муху, блядь, раз 3 сказал, блядь, муха, говорю, все, блядь, Блин, я помню, заебал уже со своей мухой. Я чуть с ума не сошел, ты не понимаешь, она везде на мне была. А потом, когда я напиздел на Фила, чтобы он перестал эту муху дрочить, она на меня села и прям в глаза и на Так ты пальцы. прям во время файта, я помню, что-то такое, мы говорим, что-то общаемся, что-то там этого фокус, я слышу бам, вот так просто по столу. Да не, файт там уже закончился, я на базу шел, я ее пытался закэмпить. Ну, я смотрю, нетворс у них хороший. Они тоже много фармили, но проблема просто, что Медуза закэрит Свена и Дума, Пак. Ну, просто нет дэмэджа у героев. Вообще пизда. Ну, они еще не на своих все-таки совсем комфортных героях играют, как по мне тоже. Ну, вот меня этот пробегал, Пак, пацаны. Не, ну Пак... Дум, тройка. А просто они лучше Пака ничего взять и не могут уже. Но это наша ловушка. О, вот это, кстати, вообще пиздец. Почему чего на паке сразу не забрал Аегис? Но это он вот думал, он что- очень что-то тупил. Нет, он да. думал, что Свен возьмет Вот, Эгис, скорее всего. и Пак просто такой. Манту переложил, забегаю в рашпит. Это очень странный мув от Пака. Мне кажется, это просто мискоммуникейшн какой-то был очень сильный. Это просто ауры задавили. Ну тут почему-то странно то, что Дум вообще ни в кого Дум не нажал. Вот это. нет, кстати. Не, у него была мана, я ему выжег диффузом, он нажал стики, и он не нажал. Как будто ему сейчас надо просто... А, ну он сейчас глобали. Сейчас он У тебя глобал. арена заебись. Сейчас я нету. выжигаю ману. Так арена у меня просто... Я ни одной спой, ни одним спом Но добивал. он стик нажал, он все еще в сайленсе. У него ни одного таргета нет. Да, ну я его там старался Вот тут контролировать. он хочет задумать кого-то, но у него просто мана заканчивается. Опять, да, ману Да не, мне диффуза. кажется, у него просто, да. Ну тут после этого файта как будто игра Да, закончилась. да, это, ну, после этого файта уже ГГ. Такого третий просто. Тут ничего не осталось. Да третий там даже нечего, смотри. мы там- Не, посмотрим вот первый раз, как мы Когда на мидик руну, пьем. да, вышли. Вот с этого это посмотрим все. Третья игра, это уже скорее тильт у них пошел. Да. Да мы их просто, да, Илюха их В просто моменте, разъебал, когда всё. мы убили 5 на 9 минуте, типа там почувствовали. Ну, мне кажется, еще на драфте, когда они Разора берут, они типа такие, ладно, похуй, мы уже не можем выиграть, говорят, на Разоре поиграем. Ну да, тут там что-то просто тайминг, рун. Я там вардик поставил такой, что-то иду, подбит, тут Илюха такой со мной идет и говорит, ой, гоу раз ты, я такой, Это «Ну, гоу». иногда так складывается супер идеально, знаете, такие моменты, они просто с нихуя уже Только происходят. вот Просто я это... кильчик оставил, но... Везет тому, кто везет. Да, и тут я такой, Илюха говорит, бля, да гоу. Я такой, ну погнали.
Ну, у них стоит вард, у них Night Vision, но он поздно уходит, как будто он все еще бьет на Не, снайпер. он не я верит видел просто. примерно. Не, он нормально начал ходить. Стан хороший был. Оп, тут идеально. Очень ебанутый идеально. стан, прям рейндж максимальный был. Все, и вот разор Ну, сразу. разор ты сразу, прошелся кстати. такой. Тут хорошо от крипов отхилился. Да, тоже прям хорошие тычки, я успел за этого закрыть. Кстати, все тэпаются, и даже ЦК тэпнется, да? Или это не Это не в этой, это в следующей уже драке. Вот тут бы, если еще станчик Как бы- я вон тем станом попал, а вот этот не залетел? Ну, бывает, что, братан, не Ну, обязательно. потому что он двигался все-таки. Нет, ну не хватило ренджи, ну как, а там больше было. Там он в стане был. Ну, вот тут второй. Зачем он в меня ульт заряжает? Вот, типа, по фану просто? Так он мне тоже заряжал ульт. Ну, Мне кажется, тоже все идеально Ну, так складывается. ладно, я понимаю, если он бы на своем хайграунде заряжал. Крадется уже. тут как-то Оп, стан не успел нажать, и Коги успел еще нажать. тут как так получается, что у нас еще 18 МК, Леон, СФ, Клок. У нас какой-то очень сильный пик. Да. То есть просто и ДБ залетает, Ну, который ДБ просто... слишком идеально Это залетел. пиздец. После этого тимвайпа как будто уже они и все. Ну, там уже все, да, уже чуть-чуть. Там уже хайлайты пошли немного от Леончика. Уже выдохнуть. Там Илюха, ой, там Фил расслабился Фил уже. уже вообще. точно Давайте посмотрим на момент, где курьер застанем Леон. Вот тут он Я в идет. лотаре подхожу и Вот тут говорю, он идет, короче. И он станет. И курьер застанется, блядь. Ссылка курьер заруинил. Тут еще ульт как будто рано нажал, мага или нормально? Не, И он спас. А, ну да. тут нахуй хукшот. Уже он выживет, ну, да? он был, урона вообще ноль было. Ну поэтому это по ченам. Тут мы понимаем, что нас хотят развернуть. Нормально, Леончик. Фил, да. Че, итоги, да, Риадика? Одно из таких ключевых, что мне, скажем так, не очень понравилось, это какая была церемония, типа, у победителей. Прикольно, если бы это было там, ну, типа, на полчаса. Но на 2 часа, блядь, ты должен идти с одного интервью на другое, фоткаться везде и туда-сюда пиздовать. Интервью были бесполезны, половина интервью были просто бесполезны. Там одни и те же вопросы начали повторяться, как бы тебе хватило бы 1-2 интервью. Не, ну там же для Отфоткаться? разных, типа, этих Я языков. понимаю, это- да, но, бля, Инфлюенсеров. Да. Не знаю, что жалуешься, я одно интервью дал и все. бля, братан, я на 6 интервью был, я вот на первых Я 2, когда штук уже 10 дал, где в каждом первый вопрос. What Какие эмоции? what you feeling after you... Да, won, что вы чувствуете React? после победы? Не знаю, мне хуёво. Ну, типа, вот это полный бред. Реально, каждое интервью с одинакового вопроса, что вы чувствуете после победы. А что ты чувствуешь, когда ты получил МП? Да хуй знает, ну, ничего. Что ты чувствуешь из-за того, что у тебя 13 героев в пуле? Да хуй знает. 12. 12. Завали. 13. Папу не считаем. Лапу не считаем, Ярик. Это- Считаем. Капу не Да, считаем? потому что он не умеет играть на квапе, Почему ты, блядь. сука, не Да нет, да считаешь? считаем, Да, считаем. Ярик, он не умеет играть на квапе. Я еще Маге хотел сказать после игры, что он не умеет играть на квапе. Я умел играть на копе. Мы сыграли потом против Нави, я играл с мазохистом. Не, ну там никто бы не сумел сыграть такой пес, справедливости ради. 13 героев есть, меня в любом случае спрашивают, Ну, что рекорд. какие твои ощущения. Я говорю, бля, ну хуй знает. Не, рекорд вообще классно получился, на самом деле. Причем это так неосознанно вышло. Я вот говорю, это было неосознанно. Я играл как мы будто ни на разу этих... не думали. Да, я играл на героях, на которых мы обычно пикали, типа, и на КВшках, и типа в паблике. Я думаю, что мы ДБ точно играли, и Люкан. Ну, Марс. Ну, я не знаю. Марс тоже. Короче, вот эта церемония мне не понравилась. И мне не понравилось то, что в моментах у нас почему-то проседал пиздец интернет. А, ну лагов было очень Это какое-то говно немало. вообще нереально. Немало. То, что все время, короче, у турнирных, вот именно у турнирного организатора, скажем так, всегда все задерживалось. Мы вот приезжаем за 2 часа раньше, в 14:30 мы приехали, и выезжать собирались. Ну, это последний день, ты помнишь? Так. Мы выехали. Димас, помнишь, что говорил? Я с вами поеду в 14:30. Не, я опоздаю, мне похуй. Я опоздаю, Пусть пацаны, рахуют. я не буду выезжать за 2 часа до игры. Что за В хуйня? 14:40 уже как штык. В целом турнир хороший Турнир вышел. такой, да, типа... Ничего сверхъестественного. Как и- Ну, а как бы, наверное, ожидания точно не совпадали с реальностью. То Да, есть ожидания уже были, что начиная это с- реально чемпионат мира Ну да, по уже киберспорту. начиная с первых дней, когда мы сидели за компами, когда ты нажимаешь, ну, альтап, у тебя Они комп лагают. у тебя просто у комп тебя компы зависает. еще говнище. И это мы смогли пофиксить только через сколько? Через дней 10? Не, ну там Это так. неделя, там Русь, Ну да, Русь там что-то скинула в неделя. чат. Причем, ну, чтобы это пофиксить, нужно было, я не знаю, там 10 кликов сделать. Ну там в настройках видео что-то поставить, да, и Да. у тебя нормально альта была. Это реально помогло. Ну, то есть, в чем проблема? Да, Ну, самое почему странное, так? что они даже, наверное, сам проблема, что компьютер не настроили, ты правда сидишь, играешь, и это все жаловались. Только спустя какое-то время они типа такие, ладно, вот вам фикс, хотя бы какой-то, чтобы компы получше работали. Ну да, ну, то есть проблема была несопоставима с путями ее решения, как-то с усилиями, которые нужно было приложить. Ну и то, что сетка еще single elimination тоже. Вот это, кстати, тоже. Формат турнира это сейчас Это сейчас про- лучше, чем Нет. когда были React Masters
Нет. Но в этом что-то есть. Не, в целом, вот то, что как ты играешь в группу, так задумался, и все как бы ноют, но по факту это нормальная тема, потому что, ну, даже как бы проиграв с последнего места группы, ты не вылетаешь из турнира, ты просто играешь бот-3, где ты выходишь, то есть, ну, в целом-то пофиг. А если ты хорошо играешь с первого места, значит, ты проходишь плей-офф, что в целом заебись. Просто проблема в том, что в CS всегда было single elimination, а в доте всегда было как бы дабл-сетка. И за счет этого было интересно матчи смотреть, лузера там, и в целом у каждой команды был шанс оступиться. Да сам турнир становился Ну да, намного вот насыщеннее. тот же инт как бы была всегда нижняя сетка. На прошлом ряде нижняя сетка Ну была. да, то есть- типа сколько команд, которые там в первом раунде могли упасть и просто до финала дойти, Ну показывая да. какие-то тоже Так там, перформансы еще, нереальные. прикол был в том, что вот помнишь, вот когда мы отыграли группы, там были эти стыковочные матчи, короче, где у тебя вот буквально 2 дня они шли, у тебя каждый день все игры 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Вот это вообще самая хуевая часть была турнира, если честно. Настолько скучные 2 дня, нечего было смотреть. Они еще так распределили, это сделано, скажем, было так, типа, мануально, вручную. Просто поставили бы, я не знаю, 2 нормальные топ-тимы вместе, ну, кто на кого-то выходит, типа, чтобы там был матч внизу Тундра Фальконс, и было бы интересно много смотреть. По-любому какая-то есть этому объяснение. Может, просто слабые команды играют с сильными и все. Может, там как-то по тому, как они занимают места в группе. Как будто это логично, да, наверное, ну, что слабая должна играть всегда как-то чуть более сильной и как бы доказать, что она достойна Ну да, пройти. мне кажется, в этом проблемы нет. Вроде бы Вышли это все логично. команды, которые должны были выйти. Ну да, но все равно как бы все фавориты все равно номинально сильнее и всегда все равно побеждают. То есть как бы, отстегнули просто остальную 8 нахуй. ну да, ну то есть все фавориты вроде как бы и прошли. Ну да. Как ни крути. так и ожидалось. Без шансов. На каждом причем в турнире целом. одно и то же, по Ну сути, да. было. Только иногда были залетные, как-то там Тайтбаунд, там экстримы могли залететь. Но Тайтбаунд не был на этом турнире, экстримы просто плохо играли. А так всегда 8 как будто одна и та же была, нет? Да. Ну 6 даже, я бы сказал. Ладно, типа, ну, single elimination, это все окей, но просто вот этот матч за 3-4 место. Блин, Ну, очень странно. это я, смех. Я в моменте думал, короче, вот, когда мы играли с Prevision, мы сегодня не можем въебать. Я не собираюсь сегодня въебывать. Я лучше въебу либо после, либо до этого. Но я не в этот день не хочу въебывать, потому что я должен буду завтра еще прийти и играть Еще и еще за утром. 3-4 место, блядь, утром. Я думаю, это вообще пиздец. Ну там очень Это эмоции вот- такие интересные. Вот это вообще Ну, мне пиздец. кажется, есть турнир, как бы обозначается, как бы там, не знаю, как бы турнир года или что-то типа того, или как-то второй инт, то, блин, single elimination — это супер странно. Самое, наверное, неправильно на турике — это сингла и все. Много команд, которые как будто бы те же ликвиды, мы тоже обсуждали, но они как бы просто там плохо играли, отступились, но оверолл номинально они тоже хорошо играли. Те же Bad Boom, то есть... и- Есть ощущение, что на турнире была какая-то команда, которая на бумаге должна была быть сильно выше, но из-за... Liquid. Бэтбум, Bad Boom, Liquid. Мне кажется, Bad Boom как будто в очень хорошей форме были, подходили, они даже хорошо играли, просто, ну, вот против Тундры отступились, был лид, проиграли, но, блин, если бы они пониже, я думаю, они спокойно бы прошли, как они и делали на каком-то турнире. Да-да, в Алахе они сделали, как раз, которые победили, где нас победили. Они тоже там Они в рано нижнем? начали с лузеров, по-моему. А, По-моему, ну. даже с первого раунда. Ну может они ликвидом там и проиграли. Ну, короче, они были в нижней и прошли до финала, и что им мешало на Например, ряде то же не было. самое сделать, как бы нет. Ну, То есть нет такой возможности, что ты отступился, ты сделал как бы работу над ошибками и пришел с новыми силами. Мне кажется, это еще в целом влияет на тебя по-другому. Вот ты играешь первый матч плей-оффа, первую карту проиграл, и тут ты уже понимаешь, еще один луз, и капец. И Ну, это капец. странно, то что- Это намного, совсем другого уровня давления, мне кажется, Мне кажется, тоже. то, что группа идет так долго, еще с такими перерывами, тоже неправильно. Тоже как-то у очень нас долго. 5 дней, да, еще было перерыва. Мы 5 Ну, дней это- сидели, короче. Ну, я думаю, они растянули так, чтобы типа фестиваль киберспорта, вот пока в доте перерывчик сейчас будет, смотрите другие там игры, лольчик, МЛББшечки. Спасибо, да, было очень интересно. Еще последний момент. В группе Бо-2 это тоже странно, как по мне было. Где в группе место настолько решает, делать Бо-2, мне кажется, тоже не было неправильно. Это полная хуйня. Да, типа, Бо-3 было бы намного показательнее. Ну что ж, ребят, вот, значит, и подвели мне некоторые итоги ряда. Короче, мы классно очень провели время. Также был очень такой показательный момент в плане болельщиков, то есть много ребят приехало, прям большая публика была, мы прям чувствовали поддержку. Мне даже казалось, что в моменте их было больше, чем амарчиков. Перевалило, кстати, да. Вот. Ну там амарчики просто сливались, там кто-то уже... Там кого-то хватило на 2 игры, типа, и такие, бля, я нихуя не понимаю, в этой игре в пизду, пацаны. Задавили вообще числом, прям чувствовалась поддержка, это было, на самом деле, очень реально приятно. А также всем болельщикам, которые смотрели из домов, там, с телефонов, с работ, вообще, чувствовалось. Всем спасибо, поддерживайте дальше, это был Team Spirit, всем пока.